Как посчитать права человека? На первый взгляд кажется, что список прав человека достаточно обширен. Более того, он постоянно дополняется, расширяется за счет появления новых документов о правах человека, за счет того, что государства берут на себя новые обязательства. Почему же мы тогда говорим о немногочисленности этих прав? Давайте посмотрим на те права, по поводу которых есть более-менее общая договоренность, более-менее четкий стандарт применения толкования и те, которые обеспечены хоть какими-нибудь реальными механизмами защиты. И если мы посмотрим на эти критерии и возьмем три основных документа по правам человека: Всеобщую декларацию прав человека, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, то мы обнаружим, что таких прав не более 15. Почему мы говорим об этих документах? Европейская конвенция действует на территории всей Европы, за исключением Беларуси, которая ее не признала. Если мы возьмем все постсоветское пространство, то Беларусь и все страны Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, все они ратифицировали пакт. То есть, по крайней мере, для нашего географического пространства мы можем говорить об общей универсальной договоренности в отношении тех прав, которые закреплены и в Европейской конвенции, и в Международном пакте. Теоретические дискуссии о том, являются ли экономические, социальные и культурные права правами человека, продолжаются до сих пор. И хотя Всеобщая декларация говорит о неделимости всех прав, отдельно выделяет эти права, тем не менее говорить об общей универсальной договоренности в отношении них пока еще преждевременно. Даже если мы посмотрим на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, универсальный документ в этой сфере, то, несмотря на то, что он ратифицирован примерно тем же количеством государств, что и его брат-близнец Международный пакт о гражданских и политических правах, тем не менее количество государств, которые дали возможность хоть как-то обжаловать нарушение экономических, социальных и культурных прав, значительно меньше, всего лишь 48. Для сравнения, в случае с Международным пактом о гражданских и политических правах их 121. То есть мы видим, что договоренность здесь далеко не универсальная. Более того, когда мы говорим о правах человека, мы говорим о тех правах, которые распространяются на всех людей, находящихся на территории того или иного государства, вне зависимости от того, являются ли они гражданами этого государства, попали ли они туда законно или незаконно. И в этом смысле с этим возникают определенные сложности, потому что даже фундаментальные базовые гражданско-политические права не все государства готовы распространять, например, на мигрантов и беженцев. Что уж говорить о праве на медицину, на образование, на достойные условия труда. Мы видим, что государства часто ссылаются либо на недостаточность экономических условий, как, например, в случае с правом на медицину, это все-таки достаточно дорогостоящая вещь, либо ссылаются на какие-то свои культурные, политические особенности, которые не дают им возможности признать те или иные культурные, экономические или социальные права. Вот знаковый пример США, который так и не ратифицировал Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах вообще. С этим есть определенные сложности. Тем не менее, в отношении ряда прав мы можем говорить об универсальной договоренности. И это минимальный набор прав, который не про безбедную и счастливую жизнь, а про то, чтобы у человека была сама возможность существовать, чтобы он мог спокойно жить, не бояться за свою физическую безопасность, и чтобы у него была возможность хоть как-то противостоять потенциальному произволу в отношении себя. Это те права, которые не гарантируют рай на земле, но, по крайней мере, гарантируют, чтобы на земле не повторился ад.